гиперкуб с четырехмерного пространства в трехмерное пространство. Вот такая вот программа получилась. Гиперкуб. Давайте более подробно разберемся, как же тут все работает. Но поскольку вы не топологи и вам, скорее всего, недоступны измерения выше 3, поэтому я покажу вам аналогию. Я спроецирую трехмерный куб на двухмерную плоскость. Только проекция будет перспективная. Что это значит? Ну смотрите, когда я удаляю куб в трехмерном пространстве по оси, которая ортогональная, то бишь перпендикулярная плоскости проекции, то каждая точка куба будет двигаться к началу координат. Другими словами, расстояние от центра к точкам на плоскости будет уменьшаться. Таким образом, мы имитируем глубину, или если хотите, перспективу на двухмерной плоскости. И нам кажется, что объекты на двухмерной плоскости трехмерные, хотя на самом деле это не так. Смотрите, давайте для наглядности очень сильно увеличим резкость проекции и начнем вращать куб с помощью матрицы вращения 3×3 вокруг разных осей в трехмерном пространстве. Таких осей в трехмерном пространстве у нас будет 3, потому что мы можем взять только 3 попарно ортогональные друг другу вектора, которые будут ортогональны самой оси вращения. И вращение только вокруг одной оси из 3, которая ортогональна самой плоскости, принадлежит двухмерному пространству плоскости. Такое вращение не будет изменять симметрию куба на плоскости. Но когда мы будем вращать куб в трехмерном пространстве вокруг остальных осей, с ним будут происходить странные метаморфозы на плоскости. Куб будет проходить сквозь себя, выворачиваться и так далее. Но если мы посмотрим под правильным углом, наш мозг скажет, что это реально трехмерный объект, так же как когда вы видите трехмерные объекты на двухмерном экране. Теперь давайте сделаем то же самое, только возьмем четырехмерный гиперкуб и спроецируем на трехмерную плоскость. Поскольку мы живем в трехмерном мире, я могу вам показать только проекцию гиперкуба с четырехмерного пространства в наше трехмерное. Смотрите, я сейчас начну удалять гиперкуб по четвертой оси, так же как мы это делали с плоскостью. Только в этот раз у нас плоскость трехмерная, то бишь состоит из 3 ортогональных друг другу осей, так же как наш реальный мир. Смотрите, если я начну двигать куб по четвертой оси в четырехмерном пространстве, тогда все точки на проекции гиперкуба начнут двигаться к началу координат. То есть это будет перспективная проекция четырехмерного объекта в трехмерный мир. Но только в этот раз наш мозг не дорисует объекты такими, какими они есть на самом деле, потому что у нас нет опыта четырехмерного мира, как это было с трехмерными объектами. В четырехмерном пространстве могут быть 6 пар векторов ортогональных друг к другу и самой оси вращения, а значит у нас будет 6 осей, вокруг которых мы можем вращать наш гиперкуб. В этот раз нам понадобится матрица 4×4 для вращения нашего гиперкуба в четырехмерном пространстве. 3 пары осей для вращения принадлежат трехмерному пространству и не будут изменять симметрии проекции гиперкуба в трехмерном пространстве, по аналогии, как это было с проекцией куба на двухмерную плоскость. А вот остальные 3, которые задействуют четвертую размерность, которая делает наше пространство четырехмерным, будут. И наш гиперкуб начнет проходить сквозь себя, выворачиваться и делать всякие странные выкрутасы, так же как это было с кубом на двухмерной плоскости. На самом деле это просто-напросто вращение в четырехмерном пространстве, вот и все. А поскольку мы смотрим это на двухмерном экране, то получается, что это четырехмерный объект спроецирован на трехмерное пространство, и в свою очередь сама проекция является тоже проекцией трехмерного тела на двухмерную плоскость, то бишь на экран. Вот так вот.
И, честно говоря, ничто не мешает пойти выше 4 измерений, например, в 5 измерений. Там уже будет 12 осей вращения, и каждое плюс измерение будет добавлять столько осей вращения, сколько может быть перпендикулярных друг другу плоскостей в этом пространстве. Нетрудно посчитать их общее количество в любой размерности пространства по такой формуле: n умножить на n минус 1 и все это разделить на 2. Число n — это размерность пространства. Также мы можем в n-мерном пространстве не только гиперкуб построить, а много разных фигур. Но не все такие фигуры мы можем спроецировать в трехмерное пространство адекватно и тем более показать на двухмерном экране. Для этого уже нам понадобится стереографическая проекция, про которую мы поговорим в следующем выпуске, когда наберем 1000 лайков под этим видео. И да, учтите, что практически все видео сделано с помощью моей программы, которую вы можете совершенно бесплатно скачать и поиграться с четырехмерным гиперкубом. Я в будущем добавлю в программу еще много разных многомерных фигур и функций. А на этом все. Вступайте все, кто любители науки, и сделайте самое важное дело в вашей жизни. Подпишитесь уже наконец-то на мой канал.